Приветствую всех! Сегодня по-настоящему зимний денек. С неба падают огромные хлопья снега, волшебство и красота. В такую погоду мне хочется печь. Сегодня это будут витушки с изюмом. Для смазывания теста понадобится сливочное масло, поэтому заранее достаю его из холодильника. Молока и теплой воды беру примерно поровну, чтобы общее количество получилось 500 мл. Жидкость ни в коем случае не должна быть горячее 40 градусов, иначе дрожжи сварятся. На пол-литра жидкости добавляю целый пакетик дрожжей, рассчитанный на 1 кг муки. Вес пакетика может быть разным, зависит от производителя. В данном случае это 11 граммов. Добавляю немножко ванилина, потому что выпечка сладкая, чайную ложечку соли и 4 столовых ложки сахара. Хочу, чтобы тесто было сладковатым. Муку я добавляю не отмеряя, на глаз, но для того, чтобы озвучить вам точное количество, сегодня буду мерить ее стаканами. Стакан 250 мл я буду заполнять до самого верха. Я рекомендую не добавлять всю муку сразу, даже если в рецепте указано точное ее количество, потому что вязкость, влажность муки всегда разная, отличается одна мука от другой, и у вас может уйти ее чуть больше или меньше, чем это указано в рецепте. У меня ушло 5 полных стаканов, по весу это получилось 780 граммов. Добавляю пару столовых ложек растительного масла и замешиваю тесто руками. Тугим оно быть не должно, чем мягче и влажнее тесто, тем пышнее будет выпечка. Вымешивать такое тесто не очень удобно. Оно выглядит чересчур влажным, сильно липнет к рукам, к посуде, и возникает желание добавить побольше муки. Но не советую этого делать для того, чтобы тесто не забить. Вымешиваю его как есть, такое липкое, а в конце можно добавить либо столовую ложку муки, либо немножко масла, и оно тут же отлипнет и от рук, и от посуды, станет податливым, мягким, удобным в работе, но при этом не забитым мукой, достаточно влажным, и выпечка из него должна получиться пышной. Накрываю крышкой и оставляю при комнатной температуре. Если в помещении прохладно, то можно тесто подогревать тем или иным способом, например, поставив миску в большую миску, наполненную горячей водой, либо поместить в едва разогретую духовку. Способов на самом деле очень много. Тесто поднимается примерно час, плюс-минус, зависит и от температуры теста, и от температуры в помещении, от самих дрожжей. И этот час мне есть на что потратить. У меня, кажется, появилось новое увлечение. Где-то на просторах интернета мне встретились поделки из сосновых иголок. Мне это показалось крайне привлекательным, удивительным, интересным. И, как говорится, на ловца и зверь бежит, проезжала я мимо сосны, возле которой валялись обломанные ветки, видимо, непогодой. Я, конечно же, их подобрала, принесла. Иголочки эти не совсем подходящие, маленькие, короткие, тоненькие, но даже с их применением кое-что получилось. Этот пробный образец стал салфеточкой, подставкой под горячее. И вместе с елками и иголками я домой притащила кучу грязи, мусора дополнительного.
Мало того, кошки стараются, так еще и я им помогаю. Хотя что греха таить, я это делала всегда исправно. И поделками, рукоделием занимаюсь, и растений у меня великое множество. Я думаю, цветоводы меня поймут. Где много растений, там и пыль, и земля, засохшие листочки. Вот так за разговорами и за занятыми руками час незаметно и пролетел. Иголочки все я оборвала, сложу их в контейнер и, возможно, когда-нибудь покажу и вам, что такое плетение с применением сосновых иголок. Но сначала сама подробнее изучу этот вопрос. Прошел ровно час, как я уже говорила, тесто поднялось, начинаем стряпать. Тесто делю на 4 равных части, у меня будет 4 витушки. И оставлю его для подъема еще минут на 15-20. За это время как раз подготовлю изюм. На каждую витушку возьму примерно по 100 граммов изюма. Предварительно замочу его в кипятке минут на 10-15, чтобы все складочки расправились и вся пыль, вся грязь из них хорошо вымылись. Две витушки я буду готовить на пару. Одну в мультиварке, одну в кастрюле. Очень удобно использовать вот такие специальные бумажные круги. Покупала я их давным-давно на Алиэкспресс несколько лет назад, поэтому стоимость даже не помню. Очень удобно их использовать. И две витушки будут печься в духовке. Порцию теста раскатала в пласт почти прямоугольной формы размером 20 на 30 сантиметров примерно. Смазываю сверху размягченным сливочным маслом 1-2 чайных ложки и также 1-2 чайных ложки сахарного песка. Сверху выкладываю изюм.
Такую штучку для варки на пару покупала тоже 100 лет назад на Алиэкспресс, но сейчас они продаются в Икее. Оставляю изделие минут на 10-15 на расстойку. Далее в мультиварку наливаю холодной воды, примерно стакан. Отправляю туда витушку, закрываю крышку, включаю программу «Варка на пару». Для изделия такой величины достаточно будет 20-25 минут. Но если вы готовите впервые, для верности можете увеличить время до получаса. Пока вода будет нагреваться, будет продолжаться расстойка теста. И только после того, как она закипит, пойдет обратный отсчет времени и изделие начнет готовиться. В кастрюлю тоже наливаю 1-2 стакана воды холодной, закрываю крышкой и включаю минимальный нагрев. То же самое, пока вода разогревается, булочка будет продолжать увеличиваться в объеме. И только после закипания воды начнется процесс готовки. И в кастрюле и в мультиварке витушки готовились одинаковое время примерно. Посмотрите, насколько выше витушка, которой ничего не мешало, поднялась, чем та, которая была в мультиварке, и сверху ее придавливала крышка. 20-25 минут расстаивались витушки, которые будут выпекаться в духовке, разогретой до 170-180 градусов. Яйцом смазывать их не стала. Витушки, которые готовились на пару, остыли, вынула их из формы. Вид, конечно, у них непривычный, белесый, как будто сырое тесто, но на самом деле они пропеченные, упругие и очень вкусно пахнут. Эти булочки выпекались 15 минут на режиме вверх-вниз. Если у вас какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, советую обратить внимание на выпечку на пару. Возможно, если вы перейдете на нее, каких-то проблем удастся избежать, и вы будете немножечко здоровее. На этом у меня на сегодня все. Желаю всем отличного настроения, здоровья и всего самого наилучшего. До новых встреч на канале. Пока!